Приветствую вас! Сегодня я потеряю руки от удовольствия, потому что мы с вами начинаем формирование своего внешнего мира, потому что мы сегодня начинаем работать с осознанием формирования внешнего мира, то, что вы раньше делали неосознанно, и будем изучать способ обратного влияния внешнего мира на себя, как этим можно управлять. Здесь очень многие из вас делают большие шаги и увидят, как начнет меняться их реальность. У всех у нас есть паттерн, который связан с влиянием нашего опыта на нас, и мы здесь и сейчас всегда на это опираемся. Мы можем на самом деле влиять нашим выбором из прошлого. Как это делать? Сейчас мы с вами проговорим про паттерн, который связан с нашим прошлым опытом и с прошлыми программами. Если мы с вами возьмем и посмотрим на выбор, сделанный в прошлом, в ретроспективе, и как можно было в то время, в той ситуации сделать другой выбор, то у вас откроются глаза от того, насколько это можно делать по-другому. Отслеживайте, чтобы не критиковать себя за это. Мы просто пользуемся прошлым опытом для того, чтобы здесь сейчас реагировать по-другому. Как же повлиять на эти внешние паттерны, на старый опыт и программы с помощью изменения внешнего мира? Смотрите, все достаточно легко на самом деле. Все окружающее нас, дом, люди, работа, какие-то предметы, одежда, привычные пути, где вы ходите с работы на работу, к друзьям и назад, на отдых, это все ваши как раз старые паттерны, ваше старое «я». Для того, чтобы показать мозгу, что вы можете по-другому, что есть другие варианты. Начните менять что-то в привычном, ходить другими дорогами, перекладывать, делать перестановку, перекладывать как-то вещи. Например, я у себя на кухне часто переставляю соль, зажигалку, например, полотенца бумажные, вот сахарницу, какие-то предметы, к которыми ты привыкаешь. Знаете, как переставила 2 дня назад, рука по привычке тянется в это место к зажигалке. Так, стоп, мне надо соль. И таким образом вы прямо отслеживаете, как у вас в мозге шевелятся извилины в прямом смысле, и мозг начинает перестраиваться. То еще можно делать. Посмотреть, какие этапы из прошлого опыта вас триггерят. Давайте посмотрим, что возвращает вас к старому «я» через вот эти паттерны старые, через прошлый опыт. Например, у вас были какие-то отношения, которые до сих пор вас триггерят. Не носите одежду, в которой вы были в этих отношениях. Просто возьмите, поменяйте ее, уберите, отдайте кому-то. Переставьте дома мебель, если этот человек приходил к вам домой. Поменяйте местами картины, если они у вас есть. Также вы можете создать новые материальные якоря для того, чтобы испытывать новые эмоции. Это предметы, места и действия, которые соответствуют новой версии вас. Например, если я чувствую себя уже свободным от отношений, если это были отношения, то тогда что я делаю? Может быть, я пойду в кино, может быть, я куплю себе букет цветов, может быть, я приготовлю себе какое-то блюдо. В каком я тогда настроении, какую одежду я тогда хочу носить. Если это что-то связанное с финансами, тогда, может быть, это будет новый кошелек, может быть, это будет какая-то символическая вещь другая. Может, это будет какая-то ваза, которую вы давно хотели купить, либо какие-то часы. Здесь очень важно опираться на свои ощущения, и каждый раз вы будете выходить на более высокую, другую ступеньку, которая ведет вас к вашему новому «я», к вашей цели и к вашей жизни. Есть такое замечательное направление НЛП, которым мы с вами здесь на программе активно пользуемся, и как раз эти практики очень простые, очень работают, смены якорей. Я предлагаю вам написать небольшой план, что я могу поменять, какие новые якоря я могу поставить. И прямо сегодня, сейчас, после просмотра этого видео, начать выполнять это. И очень важно запоминать новые ощущения, благодарить себя за это и делать следующие действия. Делитесь в чате. Это еще не все. Я приготовила для вас несколько важных пунктов, скорее всего, для вашего мозга, чтобы он вас опять куда-то не уводил. Итак, первое, что я хочу сказать, подумайте про ответственность за свою жизнь. Все, что вы имеете сейчас, это результат ваших выборов и вашей интерпретаций.
С интерпретациями тут очень интересная тема. Например, как вы интерпретируете какую-то ситуацию. Если вы ее интерпретируете негативно, то окружающие люди начинают невербально считывать этот механизм, ваш негатив, даже если вы его не транслируете, и начинают воздавать уже измененную свою реакцию. Представляете, как все связано? Поэтому будем с вами обращать внимание на интерпретацию событий, поведение людей, их отношение к вам. Второй очень важный пункт – отказ от роли жертвы. Вспомните прямо сейчас, где вы находитесь в роли жертвы. Это когда вы говорите, что вам плохо, вы жалуетесь, но вы ничего не меняете, какие бы советы вам не давали. Как раз зацикливание на этой роли и не дает вам быстро и легко получить нужный результат. Чтобы выйти из роли жертвы, посмотрите на проблемы, которые у вас есть, не как на проблемы, а как на возможности развития. Конечно, об этом мы много будем говорить в чате. Пишите, какие вы роли у себя жертвы отслеживаете, в каких ситуациях, чтобы коллеги по программе и кураторы могли вам подсветить вашу слепую зону, как можно выйти из этой жертвы, а почему вы в этой роли жертвы находитесь. Но здесь самое важное – это самому осознать, что вот здесь, вот этой ситуации, я в роли жертвы. И третье – создание желаемого. Это осознание своей цели надо развить. У вас есть какая-то цель, но она может быть у вас вот просто как какая-то мечта. Она настолько неощутимая, нереальная, здесь много сомнений. Когда вы ощущаете эту цель как выполнимую, когда вы даете мозгу команду «я хочу уже в этом быть», то ваш мозг начинает искать в окружающей реальности подтверждение, плюс вы развиваете привычки, нужные для того, чтобы к этому прийти. Давайте приведу примеры, чтобы было понятно. Например, я хочу построить университет в Стамбуле. Что я для этого делаю? Я начинаю ходить на какие-то конференции, я начинаю знакомиться с людьми, у кого-то есть частный университет, у кого есть частная школа. Что для этого надо? Сколько стоит здание? Лучше арендовать или построить? Какие привычки я здесь развиваю? Я развиваю привычку коммуникации, еще больше любознательности, потому что я достаточно любознательна, и принятие чужого опыта. Если это будет другая цель, например, я хочу, чтобы больше людей меняли свою жизнь, и тогда я развиваю привычки относительно этой цели. Большим людям рассказывать про то, как это работает. Возможно, делать больше роликов для YouTube, чтобы больше людей узнало. Тогда у меня не возникает сопротивления вот этого ступора. Ой, надо делать, а я что-то не могу. Потому что все ваше сознание, подсознание подчиняется этой цели, которая настоящая, которую мы с вами выявили, и тело на это дает энергию. Хочу здесь вам показать пример, как бессознательно мы поддерживаем старые паттерны. Например, у вас что-то сломанное, но вы этим пользуетесь, вы постоянно нервничаете, как раз поддерживаете одновременные паттерны жертвы и паттерн ничего не менять. Они вместе сливаются, и у вас такие общие эмоции по этому поводу. Посмотрите вокруг себя. Чем вы пользуетесь? Например, вас раздражает треснувшая тарелка или кружка. Ну, она вроде бы вам нравится. Либо у вас сломалась ручка, вы постоянно несколько раз нажимая, не можете ее включить. Какие еще в вашей жизни есть моменты? Часто это связано, например, с автомобилем. Что-то в автомобиле заедает, и вы уже к этому привыкли и терпите. Либо с одеждой. Какая-то одежда вас, может быть, уже даже стала раздражать. Либо там какая-то затяжка, ну вот любимая кофта, либо кто-то подарил, и вы это носите. Обратите на это внимание и примите прямо решение изменить это, избавиться, отремонтировать, да, выйти на новый уровень уважения себя, чтобы быть в другой ситуации. Как это можно сделать в практике? Найдите 3 вещи, либо 3 ситуации, которые про ваши старые паттерны, и поменяйте их. Закрепите результат, потом следующие 3 вещи, либо 3 ситуации, в которых вы варитесь, они вам не нравятся, и вы давно хотели их поменять, но не доходили до этого руки. Сейчас пришел тот самый момент. Также, конечно, я для вас подготовила замечательную практику, называется «Задачи в виде образов». Ее я вам дам сегодня под этим видео, вы увидите. Сделайте, помните, надо закреплять телесно,
те эмоции, которые вы получаете, те ощущения. Чем больше вы это делаете, тем геометрической прогрессией начинают увеличиваться ваши ощущения и путь вперед.